Всем привет! С вами фетроманьяк Елена. В этом мастер-классе я покажу один из вариантов сборки куклы ручным способом. Мы будем собирать куколку ручным швом, имитирующим машинную строчку. При этом куколка сзади будет не однотонной. У нее будет бежевое тело и цветные волосы. Этот ручной шов выглядит очень аккуратным. Его можно прокладывать близко к краю изделия, можно варьировать длину стежков в зависимости от размера детали, что очень трудно сделать на машинке. Помимо бежевой спинки нам понадобится задняя часть волос, которую мы рисуем после соединения основной прически с лицевой частью куколки. Итак, у меня имеются следующие детали. Лицевая часть куколки с пришитыми волосами, задняя часть куколки и дублерин для ее укрепления. Кусочек дублерина чуть-чуть меньше по размеру, чем тело куколки, для того, чтобы дублерин не виднелся сбоку между слоями фетра. Дополнительно укрепим шею куколки по спинке узкой полоской дублерина. Все это будет собираться таким образом. Если вас смущает толщина в районе головы, то от задней части куколки можно отрезать часть головы или всю голову. Для начала я укреплю спинку дублерином, а также мне понадобится дублерин для укрепления косичек. Его можно приклеить на любую из половинок прически, это не принципиально. У меня были в наличии нарезанные заготовки из дублерина для укрепления тела, и я поспешила, укрепив полностью всю заднюю часть куколки. Не нужно было укреплять голову дублерином, так как это привело к избыточной толщине задней детали. Поэтому я срежу часть головы у этой детали и примерю ее на куколку. В общем, после нескольких примерок у задней части куколки осталась только короткая шея. Заднюю часть куколки можно разместить вот так, уводя ее под волосы. Или же можно сделать иначе, как в случае с брюнеткой. На задней части куколки я не стала укреплять область головы дублерином. Здесь укреплены тело и шея, а сама деталь располагается поверх волос. Фетр в районе головы прихвачен к лицевой части куколки, что дает дополнительную прочность шеи и делает лицо менее выпуклым, чем в первом случае с блондинкой. Эта разница не сильно заметна, но все же второй вариант с размещением задней детали поверх волос без лишнего укрепления дублерином является наиболее удачным. Для начала необходимо сметать лицевую и заднюю части куколки между собой так, чтобы они не разъезжались. Тела моих куколок симметричные относительно вертикальной оси, поэтому даже если перепутать стороны у задней детали, то руки и ноги все равно сойдутся. Детали для этой куколки я вырезала на плоттере, так что стопроцентное попадание краев гарантировано. Девочки, если у вас есть выкройки принцессы Лены и вам нужны ее выкройки для плоттера, напишите мне в личку, я сброшу. Для кукол из светло-бежевого фетра я использую нитки Дортак в оттенке 203. Сначала оформляем лицо, пришиваем лицо к задним деталям. Здесь я советую использовать самую тонкую иголку, чтобы не оставлять огромные дырочки на фетре. У меня в руках игла для бисера. По сравнению с самой тонкой иглой из обычных игл она значительно тоньше. Контур лица делаем с помощью шва назад иголку. У меня длина стежка около 2 мм. Вот такой овал лица получился. Теперь можно пришивать украшения на косички. Я хочу сделать их из крупного бисера. Делать сережки в данном случае не буду, так как это будет лишним. Для пришивания бисера я использую желтые нитки в тон волосам.
ручной шов, имитирующий машинную строчку. Этим швом мы будем обшивать всю куколку по периметру. Фиксируем узелок в том месте на голове, которое потом закроется задней частью волос. Выводим нить из-под волос у самого края между слоев фетра. Теперь очень важен угол наклона иглы относительно поверхности фетра. Не заваливайте иглу в стороны. Игла должна входить под прямым углом. Мой первый прокол приходится в одно из отверстий строчки, очерчивающей подбородок. Выдерживаем расстояние от края, равное 1 мм. Следим за тем, чтобы игла держалась прямо. И вот у нас появился первый стежок. Далее шьем швом вперед иголку. Наша задача при шитье соблюдать 3 главных правила. Стежок и пропуски делать одинаковой длины. Выдерживать 1 мм от края с обеих сторон. И держать иголку прямо. Сначала это вам покажется трудным, но ваши руки быстро освоят эту технику, и уже на предплечье процесс пойдет быстрее. Не бойтесь распустить стежок, если он не получился. Когда дойдете до купальника, то определитесь, каким швом вы хотите шить дальше – обметочным или вперед иголку. В любом случае с лицевой стороны эти стежки не должны быть видны. Я буду шить швом вперед иголку, поэтому сейчас мне нужно вывести нить на спинку. И дальше я шью как обычно, но только не прокалываю все слои насквозь, а захватываю спинку и фетр от передней детали. При этом стараюсь сохранить ту же длину стежка в 2 мм. Дохожу до конца купальника и теперь смело прокалываю все слои фетра насквозь и продолжаю шить вперед иголкой по периметру всей куколки. Вывожу нить подальше от кромки волос, чтобы закончить строчку, зафиксировать и отрезать нить. Первый этап завершен. Дальше мы проходим тот же путь швом вперед иголку, заполняя пропуски. Аналогично фиксируем нить и проходим второй круг. Сейчас очень важно попадать в уже существующее отверстие. Тогда ваш шов будет максимально похож на машинную строчку. Поэтому шить куколку необходимо при мягком дневном освещении. Свет должен быть рассеянным. Избегайте ярких прямых лучей и тусклых электрических ламп. Берегите свои глаза. Также важно не затягивать нить слишком сильно, чтобы она впивалась глубоко в фетр. Это нам не нужно. В области купальника шьем как раньше. Вот такой результат у нас получился после всех стараний. Для волос из ярко-желтого фетра я использую нитки Дортак 109 оттенка. Волосы пришиваем швом вперед иголку в 2 круга. После сметывания деталей возможно, что задняя часть волос будет выглядывать на 1–1,5 мм. Если вам это не нравится, то можно срезать лишний фетр. Я срежу фетр только на концах косичек. Остальной фетр, на мой взгляд, придает глубину прически, и его можно оставить. Во время шитья я ориентируюсь на край верхнего слоя фетра и отступаю 1 мм от его края. Шьем точно так же, как и тело, в 2 круга.
И вот такая красота у нас получилась. Ровные аккуратные строчки с обеих сторон. При желании можно добавить купальник сзади. Тогда по бокам купальник из велкро ткани будет обшит обметочным швом, что не даст краям велкро разлохматиться и отклеиться. Обе мои куколки задумывались без купальников на спинках, поэтому спереди купальники обработаны по периметру обметочным швом. У брюнетки купальник на спинке обшит только по верху и по низу и не имеет обработки по бокам, чтобы его можно было красиво состыковать с передней частью. Я фиксирую нить, ориентируясь на передний купальник, и буду шить строго по его стежкам. У меня есть небольшое расхождение между купальниками в области бедер, но оно не критичное. Повторяю стежки строго по существующим и слежу, чтобы с обратной стороны они были примерно такого же размера, как и с лицевой. При хорошем освещении и без спешки куколка шьется легко, хоть и медленно, зато результат того стоит. Публикуйте фото ваших куклят с этими хэштегами. Спасибо за внимание, пока-пока!